17 декабря 2009 года состоялась премьера фильма «Аватар», который полюбился миллионам людей по всему миру. Спустя 13 лет стала известна дата выхода сиквела, который поразил мир не меньше. И как и в первой части, было использовано огромное количество компьютерной графики, но как все выглядит без нее, предлагаю разобраться. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам, как выглядит «Аватар. Путь воды» без компьютерной графики, а также поделюсь интересными фактами о его съемке. Погнали! Когда было объявлено о скором выходе сиквела «Аватара», люди думали, что его визуальные эффекты не будут сильно отличаться от той компьютерной графики, которую они видели с тех пор, как вышла первая часть. Но вскоре после выхода стало понятно, что они ошибались. «Аватар» снова оказался мастером компьютерной графики с продвинутыми технологиями, в том числе и технология захвата движений. Жители Пандоры или туземцы выглядят настолько невероятно, что кажется, что это не актеры, а полностью компьютерная графика. В какой-то степени это так. Актеры, которые исполняют эти роли, только придают своим персонажам эмоции, звук и движение. Джеймс Кэмерон в одном из своих интервью упомянул, что актеры не должны отвлекаться, даже когда снимаются в студии. И это потому, что они не сосредоточены на объектах или освещении, которые должны быть на съемочной площадке, а их внимание и эмоции сосредоточены на людях, играющих с ними. И это все, что имеет значение. «Аватар. Путь воды» без компьютерной графики – это просто актеры, одетые и покрытые одеждой с прикрепленными к ней крошечными частями оборудования, которое тоже переводится в движение людей на V. Однако актеры во время съемки не видят готовый продукт и используют свое воображение только для того, чтобы перенестись на Пандору, потому что все декорации заполнены мужчинами в зеленых костюмах, камерами и летающими вокруг объектами. Позже весь этот мир будет обработан с помощью компьютерных технологий, прежде чем зритель увидит реальность в вымышленном мире Пандоры. Еще одно интересное различие в том, как «Аватар 2» выглядит с компьютерной графикой и без нее, заключается в том, что 73-летняя актриса Сигурни Уивер должна была сыграть Кири, 14-летнего персонажа в фильме. Как по мне, это удивительно. Сама актриса заявила, что ей пришлось работать совершенно иначе, чем когда-либо прежде, и она получила удивительный опыт. Эта трансформация стала возможной благодаря улучшенной технологии, которую Джеймс Кэмерон специально создал для съемок «Аватара 2». Благодаря всем этим стараниям, любой зритель может потеряться в эмоциях и прекрасном образе жизни навийцев. И это потому, что актеры — это те, кто делает большую часть этого без компьютерной графики. Они все имеют точки маркера на своих телах, а также есть установки для лица на голове каждого актера. К установке для лица прикреплены камеры, которые фиксируют каждое движение и выражение лица актера и переводят каждую секунду их выступления в изображение аватара на цифровом экране. Посмотрите, насколько их эмоции искренни. Что касается подрастающих актеров, с этим опытом они знакомы плохо, и всем им пришлось постараться, чтобы превратить себя в компьютерного персонажа, сохраняя при этом свои настоящие эмоции. Джейми Флаттерс, сыгравший Нейтаем, в фильме не мог перестать говорить о том, каково это облачиться в каждую часть оборудования, готового запечатлеть все, что он делает. В общем, все подрастающие актеры поражены технологическими элементами оборудования вокруг них, которые были необходимы, чтобы сделать «Аватар 2» реальностью. Что касается Кейт Уинслет, снимавшейся до этого в «Титанике», актриса заявила, что очень впечатлена тем, как их реальная работа напрямую связана с персонажами «Аватара 2». Во втором «Аватаре» пришлось снимать большинство кадров в воде, что было настоящим вызовом для всех на съемочной площадке. Несмотря на то, что Джеймс Кэмерон пробовал симуляцию воды раньше для своих предыдущих проектов, таких как «Титаник», он утверждает, что с водным «Аватаром» он поднялся даже не на 1, а сразу на 5 уровней выше. Также он усовершенствовал технологию для захвата подводных движений. Для того, чтобы быстро адаптироваться в воде, актеры были обучены пользоваться аквалангом, но во время съемок им приходилось обходиться без него, потому что это мешало движениям тела. Обычно водные сцены снимаются с использованием техники исполнения сухой вместо мокрой, в которой они используют воду, но действуют как раскачивание и движение в плавание, которые позже редактируются. Но Джеймс Кэмерон не хотел, чтобы это было так, и настаивал на использовании настоящей воды с актерами в ней. Для этого был создан огромный резервуар, и актеры научились нырять и оставаться дольше в воде без каких-либо приспособлений для плавания. Для того, чтобы все выглядело еще естественней, резервуар создавал волны и течения и был очень похож на океанскую воду.
Эти резервуары также имеют прозрачные окна, которые позволяют съемочным группам, которые не могли попасть в воду, смотреть сквозь них и снимать. Однако при съемке водных сцен были существенные ограничения. Одно из них связано с тем, что огни выходили на резервуар и мешали данным захвата движения, происходящему внутри воды. Поэтому на поверхность воды пришлось разложить маленькие белые полимерные шарики, и это уменьшило световой эффект в воде и сделало дно резервуара таким же темным, как и океанское дно. Также на суше находились специально обученные дайверы, чтобы вмешаться, если что-то пойдет не так. Поэтому в плане съемки все было очень безопасно. И еще одна вещь, которая могла испортить съемку «Аватара», это две водные сцены. Там, где актеры должны дышать, и для этого актеры задерживали дыхание прямо перед тем, как нырнуть в воду, и должны были оставаться в образе, пока дубль не был закончен. Благодаря этому некоторые актеры стали экспертами по задержке дыхания, а Кейт Уинслет смогла сдержать дыхание на 7 минут и 14 секунд. Это поражает. Чтобы не допустить серьезных ошибок в сюжете, каких-то несостыковок и прочего, Джеймс Кэмерон работал сразу над 4 сюжетами «Аватара», и поэтому нас ожидает еще не один фильм. По словам режиссера, все они должны выйти до 2027 года. Также Джеймс Кэмерон объяснил, почему был такой большой запас во времени между первым и вторым «Аватаром». Он заявил, что технологии еще не достигли того уровня, который позволяет реализовать на экране все его задумки, поэтому это многообещающе. Ну и напоследок покажу вам несколько кадров со съемок «Аватара 2». Ждете ли вы продолжения «Аватара»? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.